Привет! Сегодня мы будем разбирать видео одного из моих любимых блогеров. И я решила попробовать впервые на своем канале подобный формат. Это видео предназначено для людей, у которых уровень владения русским языком выше, чем B2, выше, чем Upper Intermediate, B2, C1, думаю, где-то так. И поэтому я никак не собираюсь адаптировать свою речь и буду говорить так, как я говорю в обычной жизни. Итак, немного о видео. Это видео о настроении, о фрустрации, о советах. И надеюсь, что оно вам очень понравится. Ребята, привет! Вот уже несколько дней у нас сильный ветер, дождь, дети простужены, и мне ничего не хочется. Хочется накрыться одеялом, спрятаться. Итак, какую погоду описывает Дарья? Дарья — это автор видео, и какое же у нее сейчас настроение? Попробуй самостоятельно ответить на вопрос, нажми видео на паузу и потом послушай мой ответ. Дарья говорит, что вот уже несколько дней у нас сильный ветер, дождь и дети простужены. И мне ничего не хочется. Хочется накрыться одеялом, спрятаться и так далее. Дети простужены, это значит, что дети болеют простудой. Довольно-таки распространенное заболевание между двумя сезонами или когда кто-то долго находится на улице. Для этого у нас есть специальный глагол «простудиться». И дальше она описывает свое настроение, что ей ничего не хочется, и, возможно, это связано с переменой сезонов. Расскажи, какое же настроение у тебя, например. У меня осенью обычно приподнятое настроение, мне нравится осень. Когда ты говоришь, что тебе ничего не хочется, чего тебе хочется на самом деле? Дальше Дарья задает вопрос, когда ты говоришь, что тебе ничего не хочется, чего же тебе хочется на самом деле? И эта фраза показывает, что есть период времени, когда ничего не хочется делать, не хочется выходить из дома, не хочется убираться, с кем-то общаться. И при этом ты говоришь, что тебе не хочется делать ничего, но на самом деле всегда что-то хочется определенное. Например, забраться под одеяло, как говорит Дарья, ни с кем не разговаривать, посмотреть какой-то сериал, какой-то фильм. Что ты делаешь, когда тебе ничего не хочется? Тоже поставь видео на паузу и ответь на этот вопрос сам себе вслух или расскажи об этом в комментарии. Я буду очень рада почитать. Говорят, в одну и ту же реку нельзя войти дважды. Это относится и к дому. Когда я снимаю, то стремлюсь к единству кадров. И только через объектив камеры замечаю, насколько быстро меняется все, что кажется постоянным. Вот я запечатлела комнату, а через несколько минут она другая. Здесь Дарья упоминает такую фразу. Говорят, что в одну реку нельзя войти дважды. Это такой русский фразеологизм. Я уверена, что он есть и в других языках, просто звучит немного по-другому. И что же он значит? Я нашла объяснение в интернете. Я оставлю ссылку в описании, где можно более подробно об этом почитать. Но если говорить простыми словами, то это нет возможности повторить одно и то же событие в твоей жизни, потому что обстоятельства уже другие, ты сам другой, твой возраст другой, твой ум уже другой. И эта фраза как раз передает этот смысл. Мы забываем, насколько все временно.
Твои временные обстоятельства – это не твоя постоянная реальность. Все проходит, пройдет и это. Здесь Дарья говорит, что мы, как люди, обычно забываем, что что-то временное — это непостоянное, и быстро привыкаем к этому. И дальше она говорит такую фразу, как «твои временные обстоятельства — это не твоя реальность». Что значит, что ситуация, в которой ты находишься прямо сейчас, это не твоя постоянная жизнь. Приведу более яркий пример. Например, ты потерял работу, или ты переезжаешь, или тебя бросил твой партнер. Вот это состояние, оно временное. То есть пройдет время, и все станет на свои места, все войдет в норму. И часто мы об этом забываем, об этом смысл этого видео. Далее автор говорит: все проходит, пройдет и это. Эта фраза, она достаточно популярна в общении ежедневном, в том или ином виде, и часто ее используют, когда хотят кого-то приободрить. Тот же пример, если, например, тебя уволили с работы, или тебя бросила жена, ты можешь сказать своему другу: все пройдет, пройдет и это, чтобы поднять ему немного настроение и чтобы приободрить его немного. Мы приходим к определенной рутине. Используем знакомые инструменты, привычную цветовую гамму. Но что, если встряхнуть эту рутину, попробовать что-то противоположное? И так, в этом отрывке Дарья говорит о рутине, какие примеры рутины она описывает в видео. Тоже сначала запиши себе ответ или произнеси его вслух, а потом уже слушай то, что говорю я. Она говорит, что мы приходим к определенной рутине, используем знакомые инструменты, привычную цветовую гамму. Это значит, что мы живем однообразно, мы живем рутинно, пользуемся одним и тем же. Например, мы привыкли использовать Google для поиска информации. Ладно, мы в России привыкли использовать Яндекс, я думаю, больше, но не суть. Мы привыкли использовать Google для поиска информации, и мы не задумываемся, что можно зайти на другой какой-то поисковик и там найти для себя информацию. Дальше мы используем привычную цветовую гамму. Это значит, что, например, мы покупаем одежду одного и того же цвета. Нам нравится зеленый, мы покупаем все время одежду зеленого цвета. Мы не думаем о том, что можно попробовать и купить одежду красную, добавить что-то новое в свой гардероб. Дальше Дарья предлагает встряхнуть эту рутину. Встряхнуть — это значит физически вот так взять и встряхнуть. В этом контексте говорится, что нужно попробовать взять и изменить что-то в своей жизни. Тот же пример с одеждой: взять и купить красную одежду. Встряхнуть, в принципе, используется часто. Например, нам надо встряхнуться, давай съездим куда-нибудь, встряхнемся, что значит давай отвлечемся, давай сходим куда-нибудь. Мы делаем одно и то же, и нужно отойти от этой рутины, нужно встряхнуться. Что было бы противоположным тому, что ты делаешь? Что было бы светом для твоей тьмы и тьмой для твоего света?
Дальше Дарья задает вопрос, что было бы противоположным тому, что ты делаешь. И смысл этого вопроса лучше объяснить на примере. Например, я отмечаю свой день рождения всегда одна. И что, если попробовать отмечать его с семьей, с друзьями? Поставь это видео сейчас на паузу и ответь также себе на вопрос, что было бы противоположным тому, что ты делаешь. Сейчас, во время просмотра следующего кусочка, постарайся в словах Дарьи услышать ответ на вопрос, любит ли она снимать такие видео или нет, и почему она любит или не любит это делать. Знаете, я одновременно люблю и не люблю снимать такие влоги. Не люблю, потому что они вводят меня в фрустрацию. У меня нет четкого сценария, я не очень понимаю, к чему снимаю какой-то цветочек или подушечку. И до последнего не знаю, о чем будет видео, но в то же время они оздоравливают творческую практику. В самом же видео Дарья говорит, знаете, я одновременно люблю и не люблю снимать такие видео. Не люблю, потому что они вводят меня в фрустрацию. Нет сценария, но в то же время они оздоравливают творческую практику. Она не совсем понимает, то есть она не понимает, зачем она снимает какие-то детали, цветы, какую-то рутину своей жизни. То есть у нее в голове нет полноценной картинки результата, который она получит. Будет достаточно длинный кусок практически беспрерывной речи. Дарья говорит медленно и четко, но речь беспрерывная и, возможно, сложно понять ее на слух, но постарайся уловить несколько ключевых вопросов, на которые нужно ответить. Выясни, какая проблема у автора и как она ее решает. Но у меня, например, проблема с чрезмерным обдумыванием. Я застреваю на анализе. И что, если исходить из обратного и попробовать меньше думать и больше делать? И я на таких видео заполняю по нескольку карт памяти в 128 гигабайт, потому что, когда чувствую неопределенность, то говорю себе, просто смотри, слушай, снимай. Не думай о том, получится ли это хорошо, будет ли это кому-то полезно. И каждый раз это такой приятный сюрприз. Что же говорит Дарья? У меня, например, проблема с чрезмерным обдумыванием. Чрезмерным обдумыванием — это значит, когда ты очень много думаешь. Но что, если исходить из обратного? Что, если посмотреть на ситуацию с другой стороны и попробовать меньше думать и больше делать? Просто смотри, слушай и снимай. Не думай о том, что получится, и будет ли это хорошо, и будет ли это кому-то полезно. То есть, отвечая на вопрос, у нее есть проблема со снятием видео такого формата влогов, и она решает ее тем, что она старается об этом меньше думать и просто снимать, просто сделать и так, как она считает нужным. Дальше она говорит, что на таких видео она делает много видеозаписей и заполняют все место на карте памяти 128 гигабайт. Вот эта карта памяти называется. Блин, видно или нет? Вот, это карта памяти. Чувствую себя бьюти-блогером, если честно. Попробуй ответить себе на вопрос, как ты справляешься с неопределенностью в твоей жизни, что помогает тебе не чувствовать себя так стрессово. И приведу пример тоже из своей жизни. Например, сейчас я меняю квартиру, и это достаточно тяжелый и неопределенный процесс переезда, и
мне помогает каждый день делать какую-то маленькую часть, которая подтолкнет меня к этому самому переезду. Например, позвонить в транспортную компанию, узнать о стоимости переезда. Смотрим следующий кусочек и попробуй из него понять, какие циклы развития упоминает Дарья и как она их описывает. Как в жизни. Ты живешь, делаешь, и кажется, что есть много разрозненных фрагментов, и не очень понятно, как они между собой связаны, а потом вдруг вырисовывается общая тема, и тебе становится ясно, ах, вот к чему я шел, и вот куда стоит идти дальше. А потом все сначала. Фрустрация, неопределенность, ясность. Циклы развития. Это нормально, это хорошо. И также, что нам говорят здесь? Дарья приводит примеры, как в жизни ты живешь, что-то делаешь, и кажется, что есть много разных кусочков, и ты не можешь собрать из этого пазла картинку, и ты ходишь, получается, по циклам. И какие циклы она называет здесь? Фрустрация, неопределенность и ясность. В следующем кусочке пытайся сконцентрироваться на том, какое упражнение она предлагает сделать, когда не знаешь, чего хочется. Есть такое упражнение на случай, когда ты застрял, не знаешь, чего хочется, куда двигаться дальше. Берешь подушку и бьешь по ней в течение 5 минут. Притом хорошо поставить таймер, чтобы это действительно было 5 минут. Это очень долго. И сначала, возможно, это будут легкие ритмичные постукивания, потом начнут выходить накопившиеся эмоции. И после этих 5 минут сразу сесть и попробовать написать 5 страниц, никак себя не ограничивая, в режиме потока сознания. Проверено на себе, очень очищает. Итак, какое же упражнение нам предлагается сделать? Далее говорит, берешь подушку и бьешь ее в течение 5 минут с таймером. Сначала ты будешь бить ее легко, очень ритмично, постукивать. Она говорит постукивать ритмично. Постукивать это вот с определенным ритмом. А потом ты будешь бить ее сильнее. И после этих 5 минут нужно сесть и написать 5 страниц своих мыслей. И дальше она говорит, что проверено на себе очень очищает. То есть, что значит очень очищает? Твои мысли становятся более понятными, структурированными. Ты знаешь, куда ты идешь, ты знаешь, что тебе нужно делать, и твой стресс, он снижается. И последний кусок из этого видео, попробуй понять, что такое темные времена. Я заметила, что в темные времена меня тянет либо на биографии, либо хочется погрузиться в детские книги. Дарья говорит, что в темные времена ее тянет на биографии или хочется погрузиться в детские книги. В темные времена — это когда у тебя есть сложный период в жизни, когда у тебя много стресса, когда у тебя плохое настроение. Вот это темные времена довольно-таки часто используются тоже. Тянет на биографии. Это выражение часто используется в речи, слово «тянет». Например, меня тянет на что-то соленое, возможно, я беременна. Меня тянет на зеленый цвет. Это значит, что мне нравится зеленый в последнее время. Дальше Дарья рассказывает о 2 книгах.
И ты можешь посмотреть продолжение на ее канале. Она рассказывает о детской сказке и по-моему, про как раз-таки биографию. И на этом мы закончим это видео. Расскажи в комментариях, понравился ли тебе формат. Возможно, что-то осталось непонятно. Не все выражения я объяснила. Ты тоже можешь написать в комментарии об этом, и я тебе отвечу. И пока!